Анимация подключения Bluetooth версии 5.2, уникальный внешний вид, и пусть спорно, что он всем понравится, но факт в том, что таких блестючих штук в ушах вы, скорее всего, еще ни у кого не видели. Я, во всяком случае, после 300 пар протестированных ТВС впервые сталкиваюсь с таким. За минимальную цену вы получаете и шумодав, и функцию прозрачности в довесок с игровым режимом, с космической автономностью. Да и быстрая зарядка с математикой 10 минут в боксе за 3 часа звучания довольно приличный плюс. Но все ли так хорошо? И вообще хорошо ли? Сейчас разберемся. Tube 853, всем привет, меня зовут Саня. Как всегда, вы на канале Польза.нет с ультрабыстрыми обзорами. За лайк, подписку и комментарий к любому видео разыгрываю 5 Mi Band 6 серии ежемесячно. Все условия всех розыгрышей в описании. И сейчас я расскажу вам о беспроводных наушниках Realme Air 2 Neo. Как вы поняли, это самые дешевые наушники из новой линейки Realme, которую она недавно выгрузила. На очень удачные, по моему мнению, наушники Realme Buds Air 2 вы можете посмотреть обзор по ссылке в правом верхнем углу. Вот они прямо шик, блеск, красота. Пакинг этих ушей ничего Realme не меняет. И учитывая, как они растут по продажам каждый квартал, вообще не зря. Кто уже эти желтые коробки, как Realme, не идентифицирует? Мало кто. Вскрыли. В упаковке бокс для зарядки, наушники, 3 пары сменных амбушюр. Если есть замена, стоковые сразу на выброс. Инструкция и ультракороткий кабель зарядки. Форм-фактора Type-C. Все как всегда и как у всех. Никаких вам силиконовых чехлов и мешочков в подарок, конечно же, за эту цену не положили. Бокс. Пластик матовый. По тактильным ощущениям, как и по внешнему виду, просто супер. Диод индикации заряда и подключения мигает, когда бокс заряжается, и горит зеленым, когда он заряжен на 100%. Хотя это не особо и важно, заряд бокса виден в анимации при подключении, которая всплывает без проблем. И да, это очень круто, учитывая, что девайс бюджетный. Подключение умное по открытии крышки. Люфт у крышки приличный. В кармане, правда, бокс выглядит как детородный предмет. Но в целом монолитная сборка выглядит по мне шикарно. Вес и размеры вы видите сейчас на экране. Зарядки хватает на 2,5 перезарядки наушников. Наушники выглядят очень круто для детей диска. Я понимаю, что это, конечно, все субъективная вкусовщина, но 2 катафота в ушах по мне это перебор. Можно, конечно, кричать «король не голый», но серьезно, насколько мне не важно, когда я что-то ношу для тестов в ушах, ведь с этими штуками серьезно ставил мою гендерную принадлежность под вопрос. Черт с ним с возрастом, но белые уши, еще и блестящие, точно не для парада натуралов. Анимация работает без проблем. Программа встает. У программы, как всегда, не лучший перевод. Изменять громкость наушников нельзя, что довольно печально, во всяком случае в этой прошивке. Есть очень вредная функция увеличения громкости. Учитывая, что здесь и так запас с перебором, эту штуку я бы никому не советовал включать. По шумодаву и функции прозрачности. Они здесь носят по мне исключительно декоративный характер. Даже без шумодава на 100% громкости в метро не слышно ничего. А с шумодавом на 50% громкости метро все равно слышно. При активации режима прозрачности даже на 30% громкости вы все равно разговаривать ни с кем не сможете. Здесь слишком сильное пассивное шумоподавление. Сама форма наушников, она просто не предполагает, что в них вы что-то услышите. Ложных нажатий, конечно же, нет от того, что нет одиночных тапов в принципе. Размеры наушников, как и вес, вы видите на экране. По автономности на 50% громкости с активированным активным шумодавом уши у меня отыграли 6 часов 10 минут. В кейсе наушники заряжаются за 1,5 часа. Есть функция быстрой зарядки. За 15 минут в кейсе уши выдают в идеале 3 часа звучания на 50% громкости. У меня на 100% громкости с активированным активным шумодавом они отыграли ровно 1,5 часа. В принципе, верю, что без активированного активного шумодава на 50% трешку они сделают. Bluetooth версии 5.2, кодеки AAC и SBC, обрывов, микрофризов и подобных печалей обнаружено мной лично не было. Вот вам пример задержки наушников. Примеры микрофона. Только не выключайтесь. Вначале всегда самый лютый тест. Работа микрофонов Realme Buds Air 2 Neo. Бывает довольно сильно. В принципе, микрофон я буду разговаривать. Только сейчас хоть что-то слушать, это не видео. Сейчас еще проедет мимо меня
меня небольшой автобус, но опять же с скоростью максимум километров 20 в час. Нет, он приостановился. Вот так примерно вас будут слышать собеседники на улице в этих наушниках. И, допустим, накидываем капюшон в этом ветреном Петербурге. Возможно, да, капюшон начинает обтирать микрофоны. И вот так, если вы будете разговаривать в капюшоне, в чем я сильно сомневаюсь, летом, вас примерно будет так слышать собеседник. Пример работы Realme Buds Air Neo в помещении. В помещении, как я напоминаю, еще один день. Завтра мне уже ставят двери, пока акустика прям ужас. И вот звук гуляет, воздух гуляет. Я думаю, что это максимально плохие условия для общения, если вы будете в помещении, в котором там, не знаю, вечеринка не идет. Вот если тихо и нет мебели, и нет дверей, то вас будут слышать так. Сказать, что микрофоны плохие, ну, на улице говорить в них было невозможно. Допустим, сегодня я пытался, человек слышит, но где-то через 3-4 минуты у него начинается психоз и вопли, ты опять какой-то китайский дэшман тестируешь. Так что решать вам, мои впечатления я сказал. Довольно странные наушники, потому что безумно классные материалы, не очень хорошее исполнение, странные габариты и не менее странный внешний вид, но я уверен, что у черных наушников он намного лучше. Я выбрал просто белый цвет. Вот заодно и рассказал что-то, что в ролике не рассказал, а вы услышали, как микрофоны работают. Минусы. Нет беспроводной зарядки бокса, нет функции мультизадачности, нет встроенного эквалайзера в программе, сенсоров приближения нет, прощай автопауза, малая автономность при включенном активном шумодаве после быстрой зарядки, IPX5 как защита от влаги неплохая, но по мне в затычках можно было бы и IPX7 уже вставлять везде. Звук у Realme бывает и лучше, намного лучше. Габариты совсем не камильфо, как и внешний вид лично для меня. Амбушюры, конечно же, однозначно менять. Звук. 10-миллиметровые драйверы на борту. И вроде я должен отчеканить, что все хорошо. Это же Realme. Но как эталон можно брать те же Redmi AirDots 3 или 2. И они по звуку по мне лучше. Понятно, что у третьего может быть проблема с формой и ценой, но точно не со звуком. В Realme же чистый на максималках звук. Хороший запас громкости. Середина не завалена. И даже есть попытка воспроизводить высокие частоты, хотя это затычки. Но низкие частоты здесь максимально плоские. И кто бы что ни говорил, на данный момент с этой прошивкой бас в них безрадостный вообще. Лично для меня. Резюмирую. Советую посмотреть мой обзор на Redmi AirDots 3 по ссылке в правом верхнем углу. Они тоже с недостатками, они тоже странные формы, но без блестючек. И если они вам не зайдут, их проще будет перепродать, чем те же Realme. Следующий обзор будет на новые наушники Oppo, а потом на ультравыгодный телевизор. Пишите, на что еще сделать обзор, ставьте лайк за труды и как вам запись на новый микрофон. Спасибо Владиславу. Девайсу радужное, не от меня, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.